Всем привет, наши дорогие друзья, дорогие подписчики. Привет! Вы на канале «Из города на дачу». Сейчас у нас проходит вечерний полив, а завтра с самого утра собираемся делать грандиозную работу. Да? Да, завтра мы планировали, уже давно планировали, и наши зрители знают, что на этом месте мы хотели построить парничок или тепличку. Тепличку делать будем мы сами, своими руками, Да. и надеемся, что у нас все получится. Так что оставайтесь с нами и поехали! Да, приятного всем просмотра. Каждый день начинается одинаково. Проснулся, подтянулся, обязательно нужно покормить котиков, но пока они спят, я застелю кровать и займусь собой. А здесь за домом мы сложили наш брус, а также профиль большого и маленького размера, который мы взяли для нашей террасы, нашего крылечка и также теплицы. Для теплицы буду использовать вот такой профиль 20 на 20. Думаю, он будет хорошо и гнуться, из него будет легко варить и будет такая хорошая теплица. Самое ровное место — это у нас как раз крылечко. Наконец-то где-то можно что-то делать ровное. Здесь и будем мастерить нашу теплицу. Сейчас перенесу, наверное, штучки 4. И будем работать. Персик, ты ко мне пришел? Многие из вас под прошлым видео дали хорошие советы по поводу того, куда же можно деть лепестки роз. Поэтому я сейчас хочу их пособирать, высушить. Потому что действительно такую красоту не хочется терять или куда-то выбрасывать, а хочется пустить в дело. Ну а лепестки роз вы советовали использовать как для чая, для косметики, для ванн. А также понравилась идея украсить наши ванны, которые стоят на улице. У нас их 3 ванны. Мы набираем туда воду для полива и украсить их тоже лепестками роз. И, кстати, мне эта идея очень понравилась. Также мы прикупили еще кое-что для декора, но покажем уже в следующем видео. Ну и многие нам советуют убрать этот страшненький забор в палисаднике. Мы его, конечно же, со временем уберем. Тут все дело времени, также сил, рук. Ну и, конечно же, нужна хорошая идея. Некоторые идеи мы с вами уже обсуждали в телеграм-канале. Но если у кого-то будут еще какие-то идеи или варианты, обязательно пишите в комментариях. Теплицу хотим сделать похожую вот на эту. Не знаю, как получится, но очень будем стараться. Те, кто смотрит наши видео, они, кстати, знают, что у нас есть маленький такой турбогиб. С помощью него мы делали обувницу с сиденьем для нашего коридора. Но сегодня буду пользоваться другим турбогибом. Он должен быть побольше, помощнее и должен быть получше функционал. Это турбогиб ручной, Dino стандарт. Тут есть как раз инструкция по эксплуатации. Вот тоже инструкция к стопорным кольцам. Гарантийный талон на 36 месяцев. И такой подарочный купон на 1000 рублей. Тоже очень приятно.
Сейчас все, что в ящике, я выложу на этот стол, а потом покажу вам, что входит в его комплектацию. Самому очень интересно. Запаковано все очень хорошо. Несколько слоев пупырки. Так что добраться до него не так-то просто. Но ничего, у нас все получится. Итак, как я уже говорил, в комплектацию входит инструкция, сам турбогиб, ручка, ключи под разные нужды, перчатки, крепление и стопорная гайка. А еще отдельно я добрал углогиб. Это чтобы гнуть трубы под углом 90 градусов и делать, может быть, какие-то кровати, стульчики, садовую мебель, что хочешь. Еще здесь у нас есть понижатель передач. Это чтобы гнуть трубы не вручную, а с помощью там дрели или шуруповерта. А еще вот такие стопорные кольца. Они нужны для того, чтобы менять диаметр сгибаемых труб прямо здесь, не разбирая сам корпус. Чтобы легче было работать, я сразу уберу вот эти наборные кольца. С помощью них обычно выставляется диаметр. Видите, можно поставить 20, там, допустим, 25. Убираешь или добавляешь одно или два кольца, и меняется диаметр труб. И поставлю вот такие зажимные кольца. Или, как говорят, стопорные кольца. О. Вот так надо. Наверное, их поставить. Есть. Хорошо. Я взял кусок трубы 20 на 20. Вот так вот выставляю ее по размеру и закручиваю. О, отлично. Так, убираю все ненужное. Наборные кольца мне еще обязательно где-нибудь пригодятся. Очень хорошие. Крепим трубогиб так, чтобы удобно было крутить ручку. Наверное, вот так будет хорошо. И да, перчатки лучше одевать сразу, потому что все детали хорошо промасленные. У меня руки уже черные. Но ничего, это ж работа. Так, убираю и креплю. 4 болта или вот саморезы шайбочками. Наверное, на саморезы прикручу, думаю, будет хорошо держаться. Этого хватит. Все, собрал я наш турбогиб и прикрутил его к столу. Вот такой он красивый получается. Ну, а здесь мы перемещаемся ко мне на кухню. У меня на этой неделе было много переработки урожая. Нужно было переработать чесночные стрелки. Я их закрывала по рецепту из интернета. Я с ним поделюсь в телеграм-канале. Ну и по вашим советам мы натянули такие вот тены, клеенки, все, что было под рукой. И натрусили шелковицу и понеслась. Замесила тесто заварное сначала для вареников, но потом захотелось пирожков. Также сделала дрожжевое тесто. Такие были у нас перекусы на этой неделе. Ну и, конечно же, закрыла компот из шелковицы с добавлением лимона и вишни. Помощники нужны? Ой, нужны, Дома. солнышко. Бегает за мной кушать. Труба у нас длинная. Я Ага. боюсь, что когда я буду закручивать, гнуть трубы, то будет стол перевешивать, потому что он сильно легкий. Давай, Хорошо. тогда я засуну, а если он будет перевешивать, то ты тогда придержишь. Хорошо, Хорошо? давай. Так, Интересненько. интересненько? Ну, это да. Да. Так, аккуратно. Сейчас я перчатки одену. Сейчас я его всуну Держи. туда. Ага, помогай. Так, ага, вижу. Направляй. Поехали. Вот, пускай так. А ну, если ты бросишь, бросай, то стол перевешивает. Надо держать. Иди там будешь придерживать Да, с той стороны. хорошо. Держи. Что еще Держу. забыл? Забыл отмерить.
Получается, мы оставим здесь ровной трубы метр, а остальную уже будем гнуть под теплицу. Так, метр отмеряю, да? Вот так вот. Поместили мы трубу в турбогиб, а теперь нужно сделать несколько прокрутов. Так, с крючом. Это уже будет труба гнуться. Ну, я думаю, прокрута 2-3 сделаю. И теперь гнем. Сразу прокручу и вернусь до отметки метр. Вот, чтобы уже до конца было прогнутое. Ты держишь, Викулечка? Держу. Ага. О, процесс пошел. Так, а теперь обратно. Вот, оно сразу гнется, видно, да? Так легко прям. Со стороны вот я смотрю. Ручка крутится очень легко. И, как видно, уже загинается труба. Так, сейчас пройдем до конца. Викулечка, иди тогда будешь теперь Туда с той идти, стороны да? держать, да? Иду. Уже не упадет, ты будешь там придерживать. Вот. Сейчас прокручу в эту сторону, потом еще накручу пару раз. И так будет у нас тепличка. Вернее, одна деталь уже сделается. Так, что где я метр рисовал? А в будущем Ага, вот. тепличка, все верно ты Да, сказал. в будущем тепличка. Еще делаю несколько прокрутов. Ну, я думаю, по 2, по 3 оно обычно нормально. Чтоб легко крутился турбогиб. Ну, вот потихоньку гнется, да? Сразу видно. Да. Смотри, как вух, вверх. Если бы стол был хороший, тяжелый, кстати, надо его выше делать. Да, если будете тоже заниматься турбогибом, нужно немножко повыше, чтобы не сгинаться, как я. А так было бы хорошо, удобно. Зацепилась за веревку. Лыстом это не оторвало, ничего. Нет, прищепка только слетела. Это ж Томочка. Пришла на руки и все. Да. Ух ты, Рома. Так, вот наша отметка. Надо, чтобы она подходила под средний вал. Вот до него доходит. И вот это наша отметка. Что, еще? Еще нужно чуть-чуть, да? Еще маленько, да. Да. Разочек еще прокручу. И в обратную сторону. Так, вот такая у нас арка получилась. Сейчас, Викулечка, ты держи двумя руками. Держу. А я буду раскручивать, чтобы его не поклонило на бок. Так. Теперь будет. Теперь как по маслу. Так, вот такая арка у нас получилась. Так, Давай. за веревочку зацепилась. Вот так вот. О, ух ты, Классно, да? ровно как. Вот у нас уже и 2 арки. Давай покажем, Давай. как они получились. Ну ничего, довольно-таки, да, ровные. Ух ты, класс. Ой, красиво, как Рома. Ага. Прикольно. Слушай, а тебе ничего это не напоминает, не? Напоминает. Что? Та-та-да-та. Та-та-да-та. Та-та-да-да-да. Точно. Откуда эта музыка? Кто помнит, напишите в комментариях. Кто постарше, точно должны Если мы бы это... такое правильно спели. Ну, что-то типа этого. Так, возвращаем давай вторую туда. Так, давай. А ну, И- насколько они? Я думаю, нужно нам сделать таких арок штук 5. Ну, примерно где-то так. Сейчас мы гнем квадратный профиль 20 на 20. Но вообще в инструкции говорится, что можно гнуть, смотрите, что можно гнуть прямоугольную трубу до 60 на 40, квадратная труба до 40 на 42 мм толщиной, квадратный пруток 20 на 20, полоса до 60 и толщиной до 10 мм, круглая труба до 3,2 мм толщиной и до 42 мм. Круглый пруток до 25 мм в диаметр и швеллер до 50 мм.
Что, вот такие у нас 5 арок получились. Сейчас я замеряю, какие получились арки размером из профиля 6-метрового. Давай померяем ширину. По первой? По любой. Так, получается 2,55 и высота. Ну, так, и высота 2,20. Так что вот такая тепличка. Я думаю, если еще мы такую дверь сделаем, то как раз будет хорошо мне заходить. Я почему-то представляла, что у нас меньше будет тепличка, но это вообще просто супер. Ну, а вообще будет тепличка размера, понятно, да, 2,55 и, наверное, на 3,5 метра. Для нас такая. Супер, Да. отлично. А если потом захотим еще доделать, доточить, да, то можно доварить еще пару секций, будет длиннее. Так что турбогиб нам этот очень понравился. Очень замечательная вещь для таких вещей, да, для тепличек, каких-то козырьков. Крылечек, да, да. Если вам тоже он понравился, то можете перейти по ссылочке в описании под видео и приобрести его. Ну вы только посмотрите, какие у нас выросли подсолнухи. Я вообще не ожидала, что у нас такой будет прям, ну еще пока не урожай, но что они настолько вырастут. Мне вообще интересно, вот они вырастут, как вот знаете, на картинках я видела, там на 2 метра, а то и выше, вот подсолнухи. Ну, посмотрим, поживем, увидим. А вообще, посмотрите, какой у нас палисадник организовался, здесь образовался, вот из ничего, как вы знаете, и, как говорится, с миру по нитке, а у нас палисадник. Можжевельник, бархатцы, подсолнух, это все наши цветочки. А вот такую прелесть мы покупали на рынке, это привезли друзья, хризантемы от соседки, ну а некоторые растишки с дачи родителей, а также родителей наших друзей. Так что у нас тут будет красиво до самой осени. А у меня здесь в тачечке, как видите, стоит вот такой вот бидончик. Кто-то уже когда-то хотел его вот, декорировать, прилепил такую наклеечку. В общем, я думала его перекрасить, но мне он очень нравится в таком цвете. Не буду перекрашивать. Здесь должна быть ручка, но ее нет. Хочу его тоже поместить на наш цветник. Вот, так сказать, пустить бидон в дело. Поэтому сейчас присмотрю укромное местечко для него и высажу сюда барвинок. Вот, и посмотрим, что делать. Ну, а наклейку мы чем-нибудь заклеим. Ну, кстати, эту точку тоже хочу куда-нибудь в дело отправить. Ну, пока еще думаю, где бы найти укромное местечко у нас в палисаднике. Вот, и в какой цвет. У меня вся проблема. Я не знаю, в какой цвет красить такие вещи. Поэтому, если есть у вас какие-то идеи, обязательно пишите в комментариях, и тогда я подберу красочку и покрасим эту красавицу-тачку. Принесла грунт с поля и заполнила им бидон. Грунт промочила водой и пошла добывать барвинок. Посмотрите, какой у нас пышный барвинок и какая красавица лилия уже расцвела. Будем ждать, когда расцветут и другие. Ну а теперь высаживаю барвинок в бидон. Корневая система у него хорошая, принимается он отлично. Ну сейчас выглядит, конечно, не очень, торчит во все стороны, но потом он уляжется и будет тянуться к земле, и вообще должна получиться очень красивая красота. На этом месте мне показалось, что бидон с барвинком смотрится лучше. Но теперь заменим ту мрачную наклейку на более яркую и повеселее. Вот такие наклейки остались у меня от прошлой моей педагогической жизни. Этими наклейками я украшала страницы рабочего блокнота. Ну и с такой наклейкой стало намного веселее. По поводу забора вы очень часто и много советовали его перекрасить, так что красочку мы уже заказали, и скоро будет здесь небольшое преображение с перекраской. Спустился маленький дождик. Покажу, у меня там склад ненужных старых кастрюль. Я их специально собирала, чтобы тоже перекрасить и сделать какой-то декор для палисадника. Но я еще хочу разобраться с углогибом. Как он ставится, сейчас тоже посмотрю это в инструкции. Поставлю его и попробую согнуть. Такой угол 90 градусов. Так, где он тут находится? Ага, вот, на странице 7.
Здесь написано, что нужно снять вот эту шестерню и средний вал, и вот этот блок сюда поставить. А еще, друзья, при заказе трубогиба вы сможете получить такой углогиб в подарок по промокоду Дина. Подробные условия смотрите в описании под этим видео. У нас здесь солнышко немножко вышло, но я как раз уже поставил этот блок, чтобы гнуть под углом 90 градусов. И вот такие у меня есть небольшие куски профиля. Их не жалко, поэтому на них буду тренироваться и попробую. Так, просовываю через него. Хорошенько зажимаю. Вот. И сейчас будем гнуть. Этого нужно проворачивать вот здесь. Ну, такой ключ неудобный. Но я еще в другом видео видел, где люди подключают шуруповерты разные там или дрели. Но моей дрели, к сожалению, не хватает. Здесь, наверное, на 12, а у меня на 10. Так что я взял вот такой еще. Им будет легче крутить. Так что сейчас буду крутить и вам показывать, как делается угол. О, ну уже гнется, кстати. Интересно. Ну, не тяжело. Но если бы дрелью, то это было бы вообще за 1 минуту. Ну, мы не ищем, как говорят, легких путей. Минута прошла, а у нас уже и дождик собирается. Или нет? Вот смотрю, наверху тучи идут. Несколько больших капель уже упало. Так, ну сейчас буду смотреть. Видите, как погода меняется. Пасмурно, потом резко солнце. Теперь опять налетела туча. Вот капли, видите, на стол падает. Ну что, ну мимо пройдет или нет? Или все-таки зацепит нас? Вроде и дождик хорошо, но и в то же время нужно накрывать сейчас этот трубогиб. Так, в общем, наверное, побежал я в дом. Через несколько минут приду, докручу. Так, дождь закончился, а нам же нужно докрутить. У нас тут, наверное, градусов 85 уже получилось. Еще чуть-чуть. Здесь на турбогибе есть специальная шкала с градусами. И как видим, у нас ровно 90. Так, вытаскиваем. О, смотрите, какой угол получился. Сейчас как раз замеряю. 90 или сколько. Смотрим, проверяем. Так, ну, может быть, чуть-чуть я перегнул, перестарался. Наверное, тут 91, может быть, градус. Но в целом очень даже хорошо. Можно так немножко молоточком подстучать, выровнять. И такой будет хороший угол. Из этого можно делать углы, гнуть стулья, кровати, разную садовую мебель и так далее. Ну, этим мы займемся немного позже. Будем разные интересные изделия делать. А сейчас хочу еще принести и показать вам тот мой первый трубогиб Dina-Lite. Так, вот он, этот красавчик. И можно заметить, что они практически одинаковые. Кстати, шестерни, наверное, вообще одинаково идут. Dina стандарт может быть немного выше. У обоих такие мощные, хорошо подогнанные шестерни из станина, выполнена из толстого, очень крепкого металла. Ну и правда станина на стандарте, она, конечно, пошире. Здесь можно гнуть только профиль 30 на 30, это максимум. Ну и здесь еще, конечно, помещается углогиб. Конечно, 2 турбогиба нам не надо, потому что они и так хорошие, надежные. И одного вполне достаточно нам будет, а второй мы подарим нашим друзьям. И думаю, что это будет очень хороший подарок. 2 места свободных. И вот так вот мы спим. Котики. Вам тут не холодно, не? Не тесно? 3 кота. 3 хвоста. Веснушка довольная.
меня здесь потихоньку складируется консервация на зиму. Смотрите, получилось у меня 5 бутылей из шелковицы, компота из шелковицы. Также у меня было 3 баночки меда из бузины. Одну баночку я отдала, угостила. Вот, и чесночных стрелок у меня получилось 3,5 пол-литровых баночки. Эту я оставлю, мы попробуем. А эти все баночки я отнесу в погреб. Ну, рецепт на чесночные стрелки я оставлю в телеграм-канале. Сегодня буду варить нашу теплицу. Оделся соответственно, видите, ботинки, джинсы. Я уже говорил, что теплица у нас будет 2,50 на 3,50. Поэтому наш профиль можно разрезать одним резом. Да, там будет 2,50, там 3,50. Как раз 6 метров для этого хватит. Одеваю очки, потому что глаза это самое главное в работе. Вот такие 4 куска профиля у меня получилось. А теперь самое главное найти ровное место у нас на участке. А это, наверное, самое трудное. Наверное, разложу здесь под грушей. Это длина. А вот это будет ширина. Ну, наверное, еще возьму тот широкий профиль. Помните, о котором я тоже рассказывал, что мы взяли для беседки. Он там 50 на 50, кажется. Он будет меньше гнуться. И вот мы ложим под основание это. И уже буду выравнивать с помощью уровня. В общем, я не снимал, но я тут целые 10 минут бегал, мастырил. Наконец-то получился у меня и уровень. Вот. И угол тоже 90 градусов. Очень хорошо получилось. Но сейчас растяну переноску, сварочный аппарат, сварю основание, а потом уже буду приваривать наши арки, которые мы сделали на трубогибе. Больше всего не люблю в сварке, особенно летом, так это одеваться тепло. Надо и перчатки одеть, и эту маску. Ну что делать, нечего. Самое главное — безопасность. Но в этих серьезных работах я у Ромы на подхвате. И чтобы не терять время зря, когда я, к примеру, не сильно нужна, буду прорывать бурьян, который после каждого дождя растет просто с бешеной скоростью. И только успеваю его вовремя убирать. Теперь одно из самых трудных заданий. Викулечка мне будет помогать. Нужно приварить первые, вернее, крайние вот эти арки. Чтобы их ровно выставить и по размеру. Ой, цепляюсь. Всегда эта маска цепляюсь здесь. И по размеру, и по уровню. Давай тогда вот тут первый приварим. Ты заходи. Так, а ну, Викулечка, выставляй ровно. Я вот по уровню. Ага, вот примерно нормально. Сейчас я прихвачу у себя немножко, потом у тебя, а потом уже будем хорошо варивать, ну, чтобы ровненько было. Так, сейчас. Самое главное, я крикну глаза, а ты будешь закрывать или вообще лучше отворачиваться. Сейчас. Мы же все сделаем. Все. Так. Сейчас я буду ставить вот так у себя сам. Самое главное, что всегда удобно работать. Вот это мне нравится. Что всегда то на корячках, то на лежачках. Так, ну, по краю, вот так. И теперь еще с твоей теперь стороны. Только ты не бросай.
Не бросишь меня, да? В беде со сваркой. Не бросай меня. Хочу? Сейчас. Пока там Рома доваривает, я у него была на подхвате. И пока было время, я здесь прочистила вот чеснок. И там у меня помидоры еще растут. Рассада помидор уже цветет. Мы хотим ее пересадить в тепличку. Вот эту грядку не трогаю пока. Так, там место для теплички тоже все почистили, расчистили. Ну и прорыхлила все грядки. Тропинки тоже почистила. Вот красота такая, чистота. И вот знаете, вот здесь на тропинках у нас и вот на том участке, вот где чеснок и укроп, вот такая трава растет. Ага, кучки надо будет убрать сейчас. Сейчас покажу эту траву. Как она мне не нравится. И с ней я борюсь постоянно. Ее не стяпаешь, ее только вручную нужно выдергивать. И это единственный минус вот на моем супер огородике. А так мне все нравится. Чистота, порядок. Очень удобно ухаживать за такими грядками. Горошек у нас поспевает. Ну что, друзья, вот такая вот у нас получается тепличка. Вернее, это для нее каркас уже сделан. Вот, здесь такие будут еще двери. Так будем входить, и тут будет в середине грядки. Но здесь у нас будет такое окошко для проветривания. Еще возьмем навесы и доделаем нашу тепличку. Рома, представляешь, ты все это делаешь твоими руками. И это мы с тобой вдвоем делаем. Да, уже немножко сварщики. Ну, стараюсь немножко тебе помочь. Ну, для меня, я скажу честно, это как вот моя мечта сбылась. У нас будет теплица. Да, точно. Так что, дорогие друзья, тоже желаем вам, чтобы ваши мечты сбывались, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо вам за всегда хорошие комментарии, отличные полезные советы. Мы вам очень благодарны. Ну и до скорой встречи у нас на канале. До новых встреч. Пока-пока. Пока.